Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем урок, как непосредственно, чтобы сделать крыло или подкрылок, как непосредственно правильно работать, как правильно разрезать дель рыболовного, то есть рыболовную дель, и изготовить крыло или полотно. Используемая дель на крылья или подкрылки также идет нитка от 1,2 мм. Применяемая нить идет 1,2 мм, 1,4, 1,6, 1,8. Если ставить более тонкую нить, то в крыло или подкрылка будет забиваться рыба. А вы, как правило, подкрылки и крыло не трогаете. И рыба забивается, она там гибнет, она там тухнет. Из-за этого потом мало подходит рыбы к мереже. То есть необходимо будет вычищать это все. Более тонкая дель для изготовления мереж, профессиональных мереж, не используется. Будет забиваться рыбой, и будет это все, там погибнет, и будет все это не очень хорошо влиять на уловистость данного изделия. Это первый момент. Ну а второй момент, там, скажем, случайно, если 0,8 там делать, да, ее куда-то поставить и за корягу зацепить, вы ее просто порвете, когда снимать будете. Когда будете снимать. Наращивается дель то же самое, как уже уроки есть на канале. Также наращивается, также накладывается шов. Шов накладывается, и также сращивается между собой. Между собой она сращивается. Таким же швом все это закладывается. По саду, сад рыболовных крыльев и подкрылков берется в зависимости от толщины нити. Расстояние садовое берется в зависимости от толщины нити. Какая-то нить. 1,2 или 1,6. Там идет уже непосредственно не сетной сад, не как на сетях, а ячея, чтобы меньше рыба как бы попадала, да, скажем так, и пыталась просунуть голову, то расширяется. Ячея, наоборот, расширяется немного. Если в сетях применение, что делается ромбик, и там сужается, да, то здесь расширяется непосредственно данный ромбик, чтобы рыба меньше туда пыталась залезть, чтобы туда пыталась пролезть. При резании также сети, мы сейчас посмотрим, как это делается, вернее, дели, да, точно так же уже уроки есть на канале, как сетное полотно, точно так же оно и режется, точно так же оно и подготавливается. Здесь непосредственно если применению по шнурам, как мы уже и говорили ранее, шнуры применяются Denline. Можно использовать просто шнуры. Но шнур Denline, скажем, он в зимний период времени себя хорошо ведет. Это шнур непосредственно нейтральный шнур, да, и он не обмерзает, то есть хорошо себя ведет, скажем, при зимних условиях лова. Также, если вы, допустим, можете Denline себе взять для использования там, в зимний период времени, протягивать сети под лед, да, или проверять их. Очень хороший шнур, удобный шнур, да, на протяжку, допустим, загон сетей. Когда вы затягиваете или проверяете сети по зиме, он не обмерзает, очень хороший. Нет, также можно использовать и поставить, к примеру, простой сюда там шнур, да. Шнуры, смотря на какие изделия и вещи, они разнообразные также в диаметре, применение их в диаметре. Разные идут по диаметру. В зависимости от того, сколько там, скажем, какая идет нагрузка, какой вид, какой способ проверки данных заколов, мереж и все, что с этим связано. Да? Также и поплавок ставится непосредственно по высоте, смотря какая высота, сколько необходимо держать полотна,
полотна, когда оно намокнет, вся эта дель, да, чтобы полотно было натянуто и хорошо стояло в воде. Хорошо было оттянуто и держало полотно в воде. Грузовые шнуры, применение грузовых шнуров идет также непосредственно на разные разгромовка, смотря вид мережи какая, вид ее под разновидность. Есть простые любительские, есть профессиональные, есть ли течение, нету ли течения. То есть применение шнуров также разнообразное идет на низ. В основном как бы садовые значения по, скажем, крыльям и подкрылкам мереж, оно берется, скажем, равным. Да? Если у вас хорошо стоит рука, то сад берется равный. Какое расстояние там по верху идет, такое же расстояние идет по низу. Именно непосредственно по низу. Основные вещи в мережах, в профессиональных рыболовных мережах, это правильно садить крыло, или подкрылки, или отбойник, чтобы, я говорю, не забивалась рыбой. И второй основной момент в профессиональных рыболовных, уже говорю, не в любительских, а в профессиональных мережах, основной и самый важный момент – это коридор. Это насколько расшит коридор, правильно сделанный, правильный угол коридора, чтобы заходила туда рыба. А если неправильно раздвинут коридор, рыба может крутиться в нем, но не идти в чулок. Такое тоже может быть, и она будет там крутиться. Скажем, соберется большее количество. То есть, чтобы быстрее как бы заходила рыба, это правильный угол разворота коридора. Правильный угол. Взятие разворота коридора. То есть развязка коридора – это основной момент. Ну и при постановке тоже угол подкрылков имеет место быть, чтобы правильно взять угол уже развертывания подкрылков. Посмотрим, продолжим дальше. Ну вот, когда непосредственно уже мы все собрали и приступаем здесь обрезать. Вот точно так же мы обрезаем, как сетное полотно. Выравниваем ряд и его обрезаем. Для того, чтобы непосредственно И таким образом, то есть не спеша опять вы собираете и обрезаете посередине ряда. Посередине ряда вы обрезаете. Для того, чтобы какая высота по подкрылкам или крылу мережи, какая высота вам необходима добавить не 20% по полотну в жгуте, а необходимо добавить 25%. То есть, если вы планируете сделать высоту отбойника или подкрылка или крыла, к примеру, 2 метра, вам необходимо в жгуте 2,50 плюс 25%. То есть, необходимой дели. То есть, если вам необходимо сделать 5 метров по высоте, то 5 метров к жгуту плюс 25%. Это будет уже в воде стоять у вас крыло или отбойник непосредственно уже 5-метровой высоты. И вот таким образом, как уже вы видели момент этот на канале, вы не торопясь обрезаете. Лучше себя проверить, чем срезать, скажем, дель. И вдоль всей длины вы обрезаете материалу, сколько вам необходимо для дальнейшей работы.
по всей уже длине срезаете непосредственно все эти ячи. Все. Спасибо всем за внимание. Смотрим, учимся, запоминаем, записываем.